Всем привет! Когда-то на моем видеообзоре уже была подобная камера видеонаблюдения, но китайские производители их усовершенствуют, поэтому очередной видеообзор. Сразу модель камеры можно увидеть на наклейке и QR-код для скачки приложения. Наведем камеру и сразу увидим, что это камера с поддержкой приложения Donale на смартфоне, удаленного отслеживания камеры, ну и внесения некоторых настроек. Кто уже сталкивался с камерами с приложением Donale, знают, что это камеры в основном заточены под работу в больших системах видеонаблюдения с видеорегистраторами. С видеорегистраторами Hikvision и Dahua работают они в полной своей совместимости. Hikvision-овский протокол зашит в данную камеру. Но и также могут работать с видеорегистраторами других производителей посредством OnVIF протокола совместимости оборудования разных производителей, в частности видеонаблюдения. В комплекте по стандарту крепления муфта на RJ45, уплотняющая, герметизирующая кабель. Цветная инструкция, но тоже полезно, можно ознакомиться. В общем-то, здесь инструкция для всех камер с приложением Donale LMS, как установить, где ее взять на компьютер, и Donale на смартфон. Инструкция небольшая, поэтому разберетесь сразу. Гарантийный талон и два шаблона крепления. Разметки крепления на стене под камеру и под кронштейн. Данная камера идет с кронштейном. Сейчас я вам все покажу. Позиционируются камеры с приложением Donale своей хорошей картинкой. В основном камеры с приложением Donale идут с Sony матрицами. В данной камере 5-мегапиксельный вариант. Матрица Sony IMX335. Металлический полностью корпус. Данные камеры страдали раньше некачественной ночной картинкой в связи с засветами ИК светодиодов от купола. От вот этого пластикового купола были отсветки и попадали в матрицу. И ночная картинка была в пятнах, в белых пятнах. Посмотрим, как с этой камерой обстоят дела. AceCam, магазин на AliExpress, продающий товары по видеонаблюдению. Заходите и приценяйтесь, цены очень радуют, товары качественные. Начиная от камер видеонаблюдения, заканчивая мелочевкой различной, видеорегистраторы, POE, обычные видеорегистраторы, все это есть на страницах этого магазина. Заглушка идет, и скорее всего, да, здесь идет универсальный корпус для установки Wi-Fi антенны. Разъема под Wi-Fi антенну. В нашем случае камера не Wi-Fi, в нашем случае камера POE. Это тоже отличный вариант для работы в большой системе видеонаблюдения. На отводах кабеля можем увидеть POE и стандарт какой. По одному кабелю камера может подключаться и работать от вашего POE коммутатора 48 вольт или от вашего POE видеорегистратора, что немаловажно. Напрямую подключаем одним кабелем, и камера работает. Также возможна работа по 12 вольтам, стандартный разъем. И есть еще у нас аудиовыход. Камера поворотная данная. Вы видите, она купольная, но она и поворотная. Это 5Z камера и имеет небольшой оптический зум 2,8 и 12 мм. То есть, по сути, это 4 с лишним крата оптического зума. Заявлено 5-кратный оптический зум, но на самом деле вы можете сами посчитать. И еще какой плюс этой камеры, что она имеет, вот, кстати, очень просто откручивается по резьбе верхний колпак, и мы тут же можем увидеть все внутренности. Какой еще огромный плюс этой камеры, что она имеет слот для установки карты памяти. Камера работает в большой системе, к примеру, в которой находится видеорегистратор. Соответственно, данные все будут храниться с камеры на жестком диске видеорегистратора. Но вы также можете в камеру дополнительно, например, для дублирования каких-то записей, которые вы настроите именно на камере,
установить карту памяти, и будет она сохранять еще плюс видеоинформацию на карту памяти. Там по тревоге или посмотрим, что камера, какие интеллектуальные функции имеет. Ну и тут можете увидеть все моменты: приводы, различные элементы камеры, объектив варифокальный. Также имеет камера ночные режимы, имеет ИК светодиоды на своем борту. Понятно, что это не дальнобойный вариант камеры. Вы, наверное, видя ее, уже должны это понять. Тут нету сильно мощных ИК светодиодов, поэтому в пределах, наверное, 20-25 метров. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Много таких камер продается на других магазинах в Алиэкспресс, но в чем прикол этой камеры, что вот она идет с дополнительным кронштейном выносным. То есть эту камеру можно использовать. Плюс еще стеновой вертикальный вариант. Если вам нужно камеру эту установить на стену, так вы ее не установите, потому что камера не приспособлена. Тогда ее можно настроить под один угол, но управление камерой уже будет бесполезно, в общем-то. Вот этот вариант крепления чисто на стену. Кронштейн очень бюджетный. Это вариант очень бюджетного кронштейна. В общем-то, наверное, больше и не нужно. Если не наносить ему никаких физических увечий, это не антивандальный вариант, то он будет служить нормально. Пластик уже проверенный временем, то есть он переживает все эти погодные условия. Но вот если механические какие-то повреждения, то, мне кажется, он быстро выйдет из строя. Видно, что не совсем качественно все сделано. Куча облоев, куча заусенец. Такое себе. Но главное, чтобы он выполнял свой функционал. Имеется вот целый пакет с метизами. И гайки, и винты. И, в общем-то, не тяжело разобраться, как это все установить. Сама по себе камера — это потолочный вариант. Снимаем кронштейн, ее вот этот вот черный металлический, отпускаем винты. Их можно до конца не отпускать. Проворачиваем вместо съема таким вот образом. И кронштейн поддеваем и извлекаем. В комплекте идут шайбы под болтами. Можно их и извлечь, и сделать съемное крепление, просто приотпустив винты эти. Таким примерно образом извлекаем кронштейн. Понятно, что он прикручен заранее на потолке или же на вот этом вот кронштейне. Снимаем камеру, потом наставляем и проворачиваем. В общем-то, не так удобно, но я думаю, камера сниматься не будет у вас каждый день. Камера зафиксирована. В случае использования стенового кронштейна берем металлический кронштейн, устанавливаем его на пластиковую часть стенового кронштейна. Тут в комплекте, кстати, идут 4 с запасом винта резьбовых с гайками. Запасной используется 3. Запасные там. Ну и, кстати, шайбы можно использовать прямо же тоже эти. Центруем, устанавливаем, центрируем, как вам нужно, и фиксируем. Далее запускаем кабели. Кстати, наверное, проще сделать сразу это. Запустить отводы. И в кронштейн пропускаем от камеры. Ну, тут уже вариант получается у нас снятие камеры удобнее будет с самим кронштейном от стены. Из-за того, что нужно пропускать кабели. А в общем-то здесь и не тяжело. Это все будет сделать и на стене. Прямой канал. Просто пропустили. И фиксируем кронштейн в сборе, который уже у нас вот этими вот шурупами. Шурупы также идут в комплекте. Все, в общем-то, предусмотрено. Здесь уже пластик, резьб никаких нету. Также можно по желанию и шайбу сюда положить. Но, в общем-то, и так все
неплохо таки держится. Почему камера довольно-таки качественная, а кронштейн не совсем качественный? Ну, скорее всего, из-за удешевления. И такие кронштейны, я думаю, можно найти более качественный вариант, но, соответственно, и цена у него будет на порядок больше. Поэтому, чтобы не отпугивать вас ценой от этого комплекта, сюда поместили такой вот бюджетный вариант кронштейна. Ну, как я уже сказал, думаю, что он вас не должен подвести. И устанавливаем камеру попаданием винтов и проворотом. Вот так вот. Смотрите, это я вам показал, ну и сам первый раз увидел. Первый вариант крепления камеры быстросъемного типа. Провернул камеру, снял. Если есть возможность, ну тут получается, что у нас и возможности не будет протянуть кабели, не открутив кронштейн от стены. Поэтому использование вот этого вот металлического кронштейна, ну в случае крепления камеры на пластиковый кронштейн и не нужно использование вот этого вот металлического. Но показал вам такой вариант, когда возможно камеру установить быстро и снять. Следующий вариант — это просто крепление этого кольца на саму камеру. Наверное, более правильный и беззазорный будет вариант. Не будет того зазора. Откручиваем винты. Теряем несколько штук, желательно сразу. Кстати, этих в запасе нету, лучше не терять. Устанавливаем пластину. Направляем как нам нужно. Совпадаем вот так вот. И через шайбы, наверное, да, лучше через шайбы, если хватит нам длины винтов, прикручиваем эту часть стенового кронштейна. А винтов длины не хватит, поэтому пробуем без. Держится отлично, но это не проблема, можете подобрать или свои винты подлиннее, проложить шайбы кому нужно, но можно и так. Отцентрировав это кольцо, теперь пропускаем кабели, отводы в кронштейн и устанавливаем камеру, также фиксируя винтами. Здесь уже как хотите, так ее можете и направлять. И это, наверное, более правильная будет установка камеры на данный кронштейн. Таким образом выглядит камера в сборе с данным кронштейном. Крепим его на стену и пользуемся. Под ним распредкоробку. И в распредкоробку прячем вот эти вот разъемы. Скажете, зачем этот городить? Есть камеры уже поворотные, идут с кронштейнами. Прикрепил, и не надо вот это вот чудить. Чудить не надо, но этот вариант камеры универсальный. Потолочный вариант, вот я вам показал, с этим кронштейном. На потолке ты его прикрутил и камеру потом на него устанавливаешь. И стеновой вариант. Именно вот этот вариант стеновой, выносной вот такой кронштейн. Камера вроде бы в том положении, каком и должна быть в потолочном, но крепление на стену. Ссылку сразу оставляю, переходите, кому нужно сейчас прямо заказывайте, чтобы 11 числа на распродажу купить это успеть по акции, добавляйте в корзину. Устанавливаю карту памяти на 32 гигабайта, все просто контактами к модулю до защелкивания, и камера поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. Подключать буду по PoE блоком питания для одной камеры. 48 вольт. 0,5 ампера. Идеальный вариант PoE видеорегистратор. Сразу J45, витую пару до 100 метров. Камеру относим и подключаем одним кабелем к видеорегистратору. Также можно использовать вот такой вот блок питания или же обычный розеточный. То есть в розетку другой конфигурации, но смысл тот же. Кабель от роутера подключаю в разъем LAN. Второй конец кабеля идет в свободный разъем роутера, чтобы камера у нас была в домашней сети, чтобы найти ее в домашней сети. Ну, если вы хотите отслеживать камеру удаленно через приложение на смартфоне, то камера должна вещать в интернет. Синий кабель — это кабель, который будет идти на камеру. По PoE до 100 метров можно использовать длину. Подключаю одним кабелем в разъем.
RJ45. Эти два у нас разъема остаются не задействованы. Включаю в сеть 220, блок питания. Индикация есть, работает, и индикация на разъеме камеры также должна работать. Камера загружается, стандартный режим загрузки камеры. LMS клиент на компьютере. Как CMS в XMI-евских камерах, так здесь LMS, админ, стандартный вход и пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, как и стандартный вход на камеру. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Английский язык, но разобраться не тяжело. Девайс. Добавить нужно нам девайс. Девайс-лист. Автосерч. Автопоиск. И в домашней сети находит вам камеру. Вашу камеру. И здесь будет видно офлайн или онлайн камеры. Будут ваши камеры в сети, будет онлайн. Кстати, по автопоиску она находит и по NVIF протоколу, но именно доналовские камеры, увидите, выделит она отдельно. Не NVIF, а назовет ее. Здесь вы сразу увидите и серийник камеры, и P2P ID камеры. То есть удаленный ID, по которому вы сможете камеру добавить на приложение на смартфоне Donale. Выделяем камеру, которую нашли, и жмем добавить. Это тут откроется рамочка. Вот, например, так. Присваиваем имя, видим IP-адрес внутренней камеры, порт. Все видим и сохраняем. После этого закрываем девайс-лист и заходим в просмотр. Видим наша камера. Открылась автоматически. Здесь разобраться также не тяжело. И тут же можно входить в настройки камеры, вызывать менюшку и все, что вам нужно. Разобраться тоже методом тыка. И аудио настройки, полностью настройки камеры. И также здесь можно вызвать управление камерой и полностью управлять камерой, использовав повороты, поворотный механизм вверх-вниз, лево-право и зумирование. Также можно использовать. На ноутбуке сейчас, кажется, картинка во вторичном потоке не очень качественная. Не помню я, где уже ее переключать. Кстати, вы также можете и уже включить запись на компьютер в программе LMS. Надо компьютер, чтобы круглосуточно работал, если вы хотите, чтобы камера писала именно в папку компьютера. Веб-интерфейс в браузере Chrome также легко зайти. Внутренний IP-адрес в поисковую строку вводим, переходим на понятный вам язык. Логин админ, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, стандартный входа на камеру. Веб-интерфейс камеры на компьютере, на ноутбуке. Все полностью, все настройки глубокие, которые вам нужны именно тут. В приложении Donale таких глубоких настроек нету. Именно в веб-интерфейсе камеры вы можете настроить ее полностью, досконально, как вам нужно. Настроек в доналовских камер, настроек очень много. И, кстати, веб-интерфейс русифицирован. Если LMS там английский, то здесь русский язык есть. Пробуйте все методом тыка, куча настроек по яркости, контрастности. Вы видите ползунки различные, мерцания. И, кстати, что интересно, здесь также можно посмотреть сразу тревоги, детекция движения, что может камера, детекция движения включим уже тут же. И интеллектуально. Здесь просто у нас идет по графику, а детекция движения, просто детекция движения, я так понимаю, и никаких больше моментов нету. Что сделать? Видеопоток какой писать, основной поток в каком формате, MP4, тут нету больше выбора. Предзапись да или нет, предзапись ставить какую, длительность записи какая, снимок какой делать, условия снимка имеется в виду. Что еще важно, архив заходим и видим мы менеджер устройств вот в архиве. Карта наша есть, статус установлено, общий объем, занятый объем, свободное место, использовано, SSD2, нет у нас больше слотов. Можно размонтировать, можно форматировать. Кстати, форматировать полезно, сделать форматирование именно установленную карту в камеру. Форматирование завершено. Основные настройки. Куда сохранять, локальное хранилище, карта памяти и USB стоит галочка. Перезапись, да, писать сверху при заполнении, длительность записи. Очень много настроек. Настройки записи по расписанию. Что делать, какой поток писать. Основной поток это большое разрешение 5 мегапикселей.
дополнительный поток, меньшее разрешение, меньше, не такая качественная будет картинка, но будет больше видео сохраняться на карте памяти, меньше места будет занимать ролик. Поэтому смотрите, вот тут все можно настроить, что вам нужно. Управление, настройки PTZ, эти все дела, вот сеть, сервисные порты P2P. Кстати, если вам нужно камеру удаленно вдруг заходить, вы зайдите и P2P включите. Тип облака Donale, статус офлайн. Через некоторое время, когда подтвердите настройку, камера будет в онлайне, и вы сможете на нее заходить удаленно. Если вам не нужен доступ на камеру удаленно, есть такие люди, что спрашивают, можно ли выключить доступ на камеру удаленно, чтобы никто на нее не мог зайти. Можете, выключаете P2P, на камеру не зайдешь. И появится, кстати, QR-код после сохранения через какое-то время, QR-код ID камеры. Ну или там, где я вам сказал, можно его взять. Вот, кстати, через несколько секунд зашел, ID камеры появился и QR-код появился. Все работает. Жмем сохранить. Можно теперь камеру добавлять в приложение Donale. Зайдите и тут же вот вы QR-код взяли, и камера у вас в списке устройств на приложении. Видеорегистратор XMI в поисковой строке нашел камеру Hikvision, название, внутренний IP-адрес 103, порт 80 по OnVIF. Протоколу камера работает. И добавляю ее на свободный канал видеорегистратора. Камера на свободном канале видеорегистратора. Очень классная, качественная картинка. Кстати, сразу вам скажу, угол широкий. Вот именно 2.8 начальный подойдет тем, кому нужен и широкий угол изначально. Вот, например, с небольшой высоты. Кстати, камера, да, для небольшой высоты. Зум небольшой оптический. И плюс изначально широкий угол. Нужно вам захватить сразу широко. Есть такое. Нужно вам чуть придвинуть картинку пятикратной оптикой. Так называемой пятикратной. Также есть в этой камере. И очень качественная детализированная картинка. И светочувствительная матрица я вижу сразу. Почему? Потому что в комнате полумрак. А камера видит очень четко. Сделал приближение и решил проверить микрофон. Прикиньте, микрофон встроенный есть. Раз, два, три, четыре, пять. И есть хороший, качественный, встроенный микрофон. Вот даже слышно сейчас в комнате. Эхо идет, потому что рядом камера. Я активировал колонки с видеорегистратора и могу прослушивать эту камеру вот в аудио в прямом эфире. Ну и, соответственно, будет накладываться картинка на... То есть звук на картинку записи на карту памяти. И плюс запись ведется на жесткий диск видеорегистратора. Тут настройка, видать, по тревоге. Сейчас запись не ведется. По PTZ все работает. Камера не скоростная, поэтому вы должны это иметь в виду. Далеко она не приближает. Ну, где-то вот 4-кратный оптический зум. Также повороты. Все это дело, все работает на камере. И также все это дело можно вот с XMI-ского видеорегистратора и производить. По характеристикам камеры с видеорегистратора, кстати, также вот это основное вы можете менять в настройках в веб-интерфейсе камеры или программе LMS на компьютере, что в общем-то лучше и сделать. На 16 канале камера, формат сжатия, двухформатная камера, старый формат сжатия и современный. Не все видеорегистраторы поддерживают, поэтому камеры пока идут двухформатные. И разрешение. Есть возможность переключения разрешения, и это говорит о том, что установлена качественная матрица, именно Sony IMX 335. 4 мегапикселя, 5, 3, 2 и мегапиксель. Не знаю, с видеорегистратора получится или нет переключение, в общем-то не столь важно. У меня до 8 мегапикселей поддерживает камеры, поэтому 5 мегапикселей, ну, нет смысла мне переключать меньше. У вас, если, например, видеорегистратор не поддерживает еще 5-мегапиксельный вариант камеры, вы эту можете переключить в 2. Купите новый видеорегистратор, переключите камеру в максимум, и она будет работать. Число кадров 30. Навряд ли, и тут, не знаю, установить, сможет ли переключить камера через видеорегистратор. Давайте посмотрим. Так, компрессия 16. Нет, здесь не переключает, поэтому все эти переключения нужно делать в веб-интерфейсе камеры.
Конфигурация, раздел видео, и заходим на основной поток и дополнительный поток. Форматы переключать. Здесь есть возможность 264 даже выбрать. Разрешение, то, что я вам и говорил. Отсюда лучше переключать. И при максимальном 5 мегапикселей 15. Больше не установишь. Соответственно, уменьшив разрешение, например, 4 мегапикселя поставить, число кадров у вас увеличится до 20. 2 мегапикселя, наверное, и 30 можно будет поставить. Кому важны кадры в секунду, поэтому уменьшаем разрешение. Ну и дополнительный поток. Также вы можете регулировать. Очень качественная и, главное, что широкоугольная картинка изначально. На улице пасмурно. Супер. Смотрю вот и радуется душа за вот эту вот картинку. Нету никаких огрехов, нету никаких смыливаний по краям. И широкий угол, и картинка все равно качественная благодаря Sony матрице. Кстати, проехал автомобиль, видели, включилась запись на видеорегистратор по движению. Камера простая, нету здесь определения силуэта человека, нету здесь слежения за объектами. По крайней мере, я не нашел в веб-интерфейсе. Вы пишите комментарии, может, только кто уже пользуется такой камерой, отпишитесь. Ну и что немаловажно, управление камерой, зум небольшой, но качественный. Приближается фокус. Автофокус качественно отрабатывает. Пока днем показываю. Картинка очень классная. Детализация хорошая. Все до мелочей можно рассмотреть. Хоть и не на большом расстоянии, но все равно такая возможность есть. Именно та камера, если вам не нужна дорогущая камера с оптическим зумом, с большим, а небольшой зум вам нужен, но оптический, не цифровой, качественный оптический, то эта камера вот вам подойдет. И изначально, что немаловажно, изначально широкий угол. Управление не быстрое, камера не скоростная. С одной стороны, это хорошо, что вот плавность есть хода, и вы будете успевать камеру остановить там, где нужно. Возможно, есть регулировка скорости в веб-интерфейсе. Я пока не разбирался с этим, но в общем-то меня эта скорость и устраивает. Вверх-вниз все работает. Камера также может смотреть полностью под себя. Это кому немаловажно. То есть вот так вниз направили. Плюс еще, если нужно, приблизили. Например, с высоты, с какой-то там, с 5-го этажа вам нужно вашу машину взять ближе для наблюдения. И так и оставили. И камера будет писать ту картинку, которую, как вы настроили. Нужно приподнять, приподняли, изменили фокусное расстояние, дали широкий угол, камера будет записывать ту картинку, которую вы настроили. Ну, очень классно. Пока камера только радует, именно тот простой вариант. Ну и за недорого. Кронштейн, кстати, помог. Кронштейн помогает, потому что при тестировании таких камер у меня в том месте навес косой, и мне было неудобно располагать камеру. Не было у меня ровного потолка, чтобы ее прикрутить. Кронштейн решает эти вопросы, с торца ее прикрутил, выставил уровень, и все отлично. Чем еще эта камера хороша? Тем, что она поворотная, но она не вызывает у людей подозрения. Не видно, как она вращается. Обычные поворотные камеры привлекают к себе внимание, видно, что камера поворачивается, следит за объектом, следит за человеком. По этой камере не скажешь, купол у нее затемненный, то есть не видно, что внутренности вращаются, если очень близко не подойти и не присматриваться. Это тоже огромный плюс, я считаю. Приложение Donale и добавление камеры вообще беспроблемное. Заходите внизу, открыть QR-код, открыть камеру, сканируете QR-код и моментальное добавление камеры. Далее список устройств, открываете камеру и просто вы ведете визуальный просмотр. Совсем немного настроек. Основные настройки, там на карту памяти зайти, настройки карты памяти, глубокие настройки все в веб-интерфейсе камеры. В приложении чисто мониторинг, получение уведомлений о том или ином движении, ну и просмотреть удаленно картинку, если это вам нужно.
В основном камера вот для работы, качественной картинки с видеорегистратором. Вообще отлично работает. Sony матрица. Видно, что очень все качественно. Кстати, можете различные отметки ставить о разрешении, о формате сжатия, битрейт, название камеры писать, перемещать. Это все по любой плоскости камеры, в любом месте устанавливать, как и время, и дату. Но можете это все отключить, если вам не нужно наложение на картинку этой информации. Днем камера качественно работает. Все отлично. Картинка на 5 баллов из 5. Ждем ночи. Свершилось чудо. Думал ожидать от этой камеры идеальной ночной картинки, но нет. Такая конфигурация. Ни одной еще мне камера не попадалась, чтобы не было проблем каких-либо с ночной картинкой. В этой вроде бы и нету этих пятен, нету засветов, но картинка ночная, во-первых, не дальнобойная, но это следовало ожидать, я вам говорил и раньше. И еще и плюс какая-то расфокусированность. Нету четкости особой. Движущиеся предметы также расплываются, растягиваются. Видно, что железо не мощное стоит, процессор. Может, какие-то настройки можно в веб-интерфейсе вносить, но это уже на ваше усмотрение. В автомате сейчас камера работает, ничего я не перенастраивал. В общем-то, вот так и есть. Есть корректировки изображения, можно яркости тут увеличить. Вот я сейчас именно это и делаю с веб-интерфейса, и вы видите, ну, камера как бы... Картинка засветляется, явно видно, становится получше и почетче. Смотрите, все-таки регулировки эти полезны, нужно производить, заходить и настраивать. Вот сейчас движется человек, вы видите, ну, четкости особой там далеко нету, плывет картинка. Бюджетный вариант камеры. Показатель Sony матрицы, вот как раз перевел камеру в цветное изображение, в ночное, на улице полностью темно. И вы видите ее светочувствительность матрицы. Будет какое-то дополнительное освещение, хоть минимальное. Небольшой LED-прожектор, 5-7 ваттный, правильно настроенный, светящий, освещающий территорию, чтобы не слепил камеру. И камера будет даже в цвете данная видеть отлично. Может, даже вот ночная цветная картинка с дополнительным освещением будет лучше, чем черно-белый вариант картинки. Sony матрица на это способна. Другая матрица была установлена, и перевел бы я сейчас вот так камеру в цвет ночью, то просто был бы черный квадрат. Сейчас мы видим даже некоторые детали вот в темноте, в полной темноте, там, где человеческий глаз даже вот такого не увидит. Вот дополнительное освещение, едет автомобиль, и в цвете различимые предметы, но тяжелые условия, предметы расплываются в цвете при недостаточной освещенности. Интересно мне было вот с кронштейном ее использовать. Увидел я в продаже вот такой вот вариант, и захотелось проэкспериментировать. Кронштейн хоть и бюджетный, но свою функцию он и выполняет. Можно его брать смело. Для такой камеры сгодится он вполне. То, что можно, показал вам с этой камерой. Ссылку на нее оставляю. Также на магазин оставляю. Заходите, приценяйтесь. Кого такая камера устраивает, то можно заказывать по моей ссылке. 11.11 распродажа. Бросайте ее в корзину и 11 числа заказывайте. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм-канал. Телеграм-чат по видеонаблюдению. Помогаем друг другу. Инстаграм. Всем удачи, до следующих видео.